Здравствуйте! Продолжаем серию про наждак о заточке ножа. В первом видео мы точили на камне, просто заточку делали. Второе, мы уже полировали его на вулканите, то есть уже выбирали риски грубые вулканитом. Сейчас мы будем уже делать доводку ножа на пасте Гои. Паста Гои у меня вот здесь номер 2. Их всего 4 вида, 4 номера пасты Гои. Четвертый это грубая паста, то есть абразив крупный. Третий уже помельче, дает такой матовый цвет, ну, наверное, вот такой вот примерно может дать. Вторая это уже доводка, это уже почти зеркало. И первый это прям зеркальный блеск. Это самое мелкое зерно в пасты Гои. Там она в микронах. И вот у меня здесь вот войлочный круг. И паста Гои нанесена номер 2. А для чего же это вообще нужно-то, вот этот войлочный круг? Ну, заточили бы, допустим, на камне просто и оставили. Ну, если вы хотите чистый рез ножа, чтобы вот он чисто резал, была кромка практически, вот даже там брила волоски, резала бумажку, то есть без задиров, без всего, то это вот как раз вот войлочный круг для этого подходит. Если же хотите, чтобы ножик был с такими рисочками, допустим, какой-нибудь волокнистые материалы резать, ну вот, допустим, взять какой-нибудь волокна, где у нас волокна, ну в овощах, или, допустим, капусту. Хорошо будет резать, вот если ножик после вот камня взять, и вот он будет как микропилочка будет, и вот он будет резать. А если, как я уже сказал, чистый рез, допустим, гладенький, ровный, без задиров, без всего, пилки не будет, будет ровная, зеркальная, гладкая поверхность. Для чистого реза это вот как раз нужен вот этот вот войлочный круг. Это уже окончательная доводка ножа происходит. И как же, что с ним делать-то, с этим кругом? А вот, берем мы пасту Гои. Вот она у меня в специальной коробочке хранится. Я специально, чтобы сюда не попадал никакой абразив. Потому что если вот положить просто на стол, допустим, какие-нибудь операции вести, там камень, там вулканит, еще что-нибудь, крошки зерна, там это абразива попадают на нее. Потом просто испортите свою деталь. Она полировали, она раз попала какую-нибудь крупинка, ободрали все. И, как говорится, начинай сначала. Поэтому вот в баночке храню. И чтобы ее наносить, еще она же твердая, и чтобы ее немножко вот она стала помягче, у меня вот здесь вот находится керосин. Он ее размягчает. Вот смотрите, что происходит. Вот мы ее наносим. Так вот. И вот смотрите, он ее прям размягчил. И вот глядите, сейчас вот покажу, где чисто. О, видите, она прям стала рисовать. То есть она стала мягкой. Вот. И все, макнули в керосин и можете наносить на круг. Что мы сейчас и сделаем. Вот таким вот образом макну. И вот смотрите, сейчас пока включать не буду, вам просто покажу. Вот я ее, она прям начинает просто чертить. Видите? Керосин ее растворяет. Просто она легче наносится. О. Даже можно таким образом нанести. Вот видите, чертит как. При включенном двигателе она еще сильнее нанесется. Можно так нанести. Можно при включенном будет быстрее. Но я вам просто показываю, как она разводится. Давайте так нанесем просто. Вот. При включенном сильно разлетается. А так уже будет нанесена. И вот таким образом. Видели? Тоже своего рода. Вон какой толстый слой получается. Вполне рабочий вариант. Просто она каждую пору вот заполнит. При включенном она просто, это расход большой получается. Она прям убывает. Ну, можно и при включенном. Я вам просто показал, как она разводится. Обычно делаю при включенном двигателе. Все, на краешке тоже нанес. Все нанесено. Включаем. Двигатель 3000 оборотов. Войлочный круг. Все фланцами зажал. Все ровненько. Ну, немножко он, естественно, войлок он. Дисбаланс будет. Видите, он же гибкий. Тут его уже не выставишь. Ну, хотя бы вот этой эллипсности нету. Немножко биение по плоскости есть, естественно.
Ну, подправили его так чуть-чуть, вроде ровно. И начинаем. Есть, конечно, жесткие круги, но вот этот средний какой-то жесткости, войлок есть жесткий. И включаем. И начинаем работать. Наносим. Вот, много не надо. Вот буквально позеленело. Все, разика 2. Прячем пасту. Все, чтобы ничего не нападало. Убираем все. Берем ножик. То есть он круг вращается. Давайте еще покажу. Круг вращается на меня. Кромку вот так вот на круг, то есть на режущую кромку ни в коем случае нельзя. Потому что круг мягкий. Он деранет эту кромку, вылетит либо ножик, либо часть круга. В общем, может образоваться травма. Держать по направлению круга только вот так вот. С этой стороны и с этой. Плотно держим ножик, включаем. И поехали. Сильно давить не надо. И с другой стороны. Попадаем в наш угол заточки, который был. И проводим. Полируем кромочку. Ножик держим плотно. Вот. Одну сторону полировали, теперь вторую. С этой стороны разок пройдем. Тут уже убираем все заусенцы. Хватит. Теперь вот у меня тут white спирт. Просто протру кромочку. И вот нанес ее. Вот смотрите, сколько сейчас зеленой будет у нас пасты. Вот таким вот образом мы не трем, чтобы сейчас вот мы наточили ее, убрали заусенцы, чтобы ее вот не испортить нам всю эту заточку. Вот таким образом убираем вот кромочку. Вот видите грязь? С одной стороны, то есть вот таким вот образом. И вот с другой стороны вот так вот убрали все. Видите, зеленое. Чтобы не растирать, не портить заточку. Так. Сколько зелени. Вот она, наша паста Гои. Сколько было. Все. Ножик будет резать идеально. Спасибо всем за внимание. Подписывайтесь на канал. Всем хорошего времени суток.